Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам показать, как правильно связать вот этот узор для красивого джемпера, которым вышел несколько дней назад мастер-класс на моем канале. Вот, и там был такой интересный узор, которую схему я составляла самостоятельно. То есть вот у меня эта схема, и я там допустила ошибку. Вот каюсь, девочки начали уже вязать и начали мне писать в комментариях, что на 9 ряду узор сбивается. И я поняла, в чем проблема, девочки. Проблема-то в том, что я неправильно определила раппорт узора. Раппорт узора не 11 петель, а 10 петель. И вот эта петля, которая у нас идет крайне правая, эта петля не входит в раппорт. Вот. Когда я вязала образец на одном раппорте, это не было понятно и заметно, да? А потом, когда я специально взяла и связала вот такой красивый образец, смотрите, здесь теперь все понятно, да? Вместо накидов, те, кто не хочет вязать ажурный узор, я предложила вытягивать петлю из протяжки, и там тоже все у меня красиво получалось. Ссылочку я поставлю под видео на мастер-класс этого джемпера. А сейчас у меня получается работа над ошибками, и я хочу вам показать, как связать этот узор правильно, уже с учетом ошибок, которые я допустила. Давайте приступим к вязанию нового вот этого образца. В принципе, схема та же самая, но вы поняли, в чем суть, да, в чем проблема у нас. Итак, приступаем к вязанию образца. Итак, смотрите, девочки, узор работает, узор получается, и никакой путаницы здесь нет. Я специально сделала, теперь не один раппорт связала, а связала подряд 2 раппорта, да, то есть вот у наши прекрасные наклонные ромбики и так далее, да, все есть, все есть. Вместо накидов также вытягиваем петельку из протяжки. Но я вот почему-то, мне нравится почему-то с накидами, мне кажется, что в этом есть какая-то изюминка и какая-то элегантность, что ли, какой-то вот такой, знаете, тонкость какая-то, что у нас накиды идут, вот эти ажур присутствует. Итак, давайте исправлять ошибки вместе. Начинаем вязать первый ряд, я вам сейчас покажу, да, сразу будем вязать несколько раппортов, 2 раппорта. Смотрите, у нас для симметрии будет добавляться 1 петля перед всеми раппортами, крайне правые, и 4 петли, как по схеме, крайне левые. Все остальные 10 петель чередуются раппорты. Первый ряд вяжем. Первый ряд вяжем. И вяжем мы его, первая петля для симметрии лицевая, да, и далее начинаются 4 лицевые петли по раппорту. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и вяжем 4 опять лицевые петли. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали первый раппорт. Начинаем вязать второй раппорт. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем опять накид. 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали второй раппорт. Связали за раппортом 4 лицевые. И переворачиваем на второй ряд, показываю вам, как вязать изнаночные ряды. В принципе, мы уже вязали, вы уже, в принципе, владеете информацией. И я просто покажу один ряд. Значит, смотрите, второй ряд у нас вяжется. Вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Там, где у нас было 2 вместе лицевой, тоже вяжем изнаночную. А далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Потом 5 вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5.
Связали 5 изнаночных, осталась у нас платочная вязка, 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5 и снова 5 изнаночных. Это был у нас изнаночный ряд. Отлично. Давайте вяжем следующий ряд. У нас идет третий по схеме. Третий ряд по схеме. Он такой же абсолютно. Поэтому я показывать его не буду, девочки. Ну, давайте покажу. Первая петля для симметрии лицевая. Далее идут 4 лицевые петли. Раз, два, три, 4. Делаем накид. 4, опять лицевые. Раз, два, три, 4. И сейчас мы сделаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так. Все, раппорт первый связали. Второй вяжем такой же. 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Накид. Снова 4 лицевые. Ну, теперь это уже платочная вязка. Раз, два, три, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. И осталось у нас за раппортом 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Кромочные, изнаночные. Изнаночные ряды я показывать не буду. И сейчас мы будем самостоятельно вязать, как уже вязали, повторяя, как первый ряд, да, до 7 ряда включительно. Потом 8 ряд свяжем и встретимся давайте с вами в 9 ряду, где у нас важный переход идет, где у нас узор меняет направление. Так, и у нас 9 ряд. Тот самый переход, смотрите, все мы связали, все хорошо. И я показываю, как я это сделала. Я уже несколько раппортов в высоту связала, все получается. Смотрите, девочки. Начинаем мы с 2 вместе лицевой, с наклоном влево. И это 2 петли у нас идут не в раппорте, они у нас идут крайне правые. Они идут у нас перед раппортом. И вот сейчас будет начинаться раппорт узора. Делаем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Накид. Опять 4 лицевые. Раз, два, три, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. Так. Дальше идет повтор раппорта. 4 лицевые опять. Раз, два, 3, 4. Накид. 4 лицевые снова. Раз, два, три, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И за раппортом остались 3 лицевые и накид. Раз, два, 3. Накид. Кромочные, изнаночные. И эти 4 петли, то есть 3 лицевые и накид, будут у нас вязаться после всех раппортов для симметрии. Эти 4 петли идут. Переворачиваем 10 ряд, показываю, как вяжем. И это платочная вязка, поэтому мы вяжем 4 лицевые. Эти крайние петли идут в изнаночном ряду как 4 лицевые. Дальше идут 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. Затем идут 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Опять идут 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. Опять 5 лицевых платочной вязки. Раз, два, три, 4, 5. И крайнюю петлю, которая у нас провязывалась как 2 вместе, мы провязываем изнаночной в изнаночном ряду. Пусть там будет идти лицевая петля. Все, мои хорошие. Все, ничего никуда не смещается. Дальше, если вы продолжите 11 ряд, он будет точно такой же, как 9. Но я вам его покажу сейчас. Смотрите. Опять вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это петля, 2 петли, которые не считаются в раппорте. Начинается вязание раппорта. Да? Вяжем раз, два, 3, 4 лицевые платочные вязки. Делаем накид. Опять вяжем раз, два, 3, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем опять вяжем
Следующий раппорт начался. Платочная вязка. 1, 2, 3, 4. Накид. И опять идет у нас 4 лицевым. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И за раппортом связали второй раппорт. И за раппортом у нас опять то же самое остается. Платочная вязка. 3 лицевые, накид, в сумме это 4 петли, кромочная, изнаночная. Все. Вот так. То есть у нас 12 ряд идет такой же, как 10, я вам покажу. Итак, мои хорошие, все у нас получается, как видите. Очень хорошо все получается у нас. Получился узор по схеме. Еще раз я вам показываю схемочку. Вот наша схема. Все очень у нас замечательно получается. Желаю вам связать этот джемпер по новой схеме. Еще раз извиняюсь, что упустила из виду очень важный момент, что эта петля крайне правая у нас будет считаться для симметрии, никак не входит в раппорт узора. Вот. До новых встреч!